Добро пожаловать на канал «Жизнь женщин». Гениальный академик Наталья Бехтерева всю жизнь занималась изучением человеческого мозга. Она создала современную науку о человеческом мозге и обнаружила, где прячется творческое мышление, разобралась, как работает память, нашла детектор ошибок, контролирующий наше поведение, не побоялась признаться в вере в Бога и заглянула в зазеркалье сознания, где живут наши сны и вовеки пребывают наши души. Итак, 20 лечебных цитат гениального академика. Фактором, наиболее часто и существенно влияющим на состояние мозга здорового человека, являются эмоции. При эмоциональных расстройствах очень хороши прогулки, разного рода двигательная активность. Что может сделать плавание, движение в воде? После водных процедур становишься просто другим человеком. Воспитанный баланс эмоций, разумная гордость и стойкость – важнейшие условия для полной реализации таланта. Человеку свойственно искать радость. Это неназванный биологический инстинкт выживания. Если бы люди были здоровы и оказывались бы менее часто подавлены или перевозбуждены проблемами, творческий потенциал человечества значительно увеличился бы. Особенно сейчас, в фазу растущего информационного потока. Я не люблю, когда человеческий мозг сравнивают с компьютером. Действительно, он создан так, что я не могу себе даже представить, какие требования жизни могли обусловить появление такого совершенного аппарата. Мозг может настолько многое, что этому не перестаешь удивляться. Говорят, Юлий Цезарь мог одновременно заниматься несколькими делами. Когда хотят впечатляюще оценить интеллект человека, нередко вспоминают эту историческую легенду. Почему-то я в такой вариант в прямом его смысле не поверила. Мне показалось, что здесь используется быстрое переключение с одной деятельности на другую при минимальных потерях информации и с удержанием в памяти ведущей линии во всех трех ситуациях. Если хотя бы одно из дел окажется доминирующим, в его пользу сломается вся система. Я часто думаю о мозге так, будто он отдельный организм, как бы существо в существе. Мозг охраняет сам себя от того, чтобы шквал негативных эмоций не захватил его целиком. Когда я поняла это, то испытала такое чувство, будто нашла жемчужину. Еще одна тайна мозга – сны. Наибольшей загадкой, мне кажется, сам факт того, что мы спим. Например, у дельфинов спят по очереди левое и правое полушарие. Чем можно объяснить сны с продолжением и тому подобные странности? Допустим, вам не в первый раз снится незнакомое место, например, город. Скорее всего, сказочные города снов формируются в мозге под влиянием книг, кинофильмов, становятся как бы постоянным местом мечты. Нас тянет к чему-то еще неиспытанному, но очень хорошему. Или вещи сны. Это получение информации извне, предвидение будущего или случайные совпадения. Я сама за 2 недели до события со всеми подробностями увидела во сне смерть моей матери. Почти все люди испытывают страх перед смертью. Говорят, что страх ожидания смерти во много раз страшнее ее самой. У Джека Лондона есть рассказ про человека, который хотел украсть собачью упряжку. Собаки покусали его, человек истек кровью и умер. А перед этим он произнес: «Люди оболгали смерть. Страшна не смерть, а умирание. Я не боюсь». Мне всегда хотелось заглянуть за грань, за предел, побывать там, где никто еще не был. Хотелось понять, что делает человека человеком. Я верю в Бога, имела случай лично убедиться в возможностях религии. Я никогда не была воинствующим атеистом, но вера эта пришла ко мне после того, как я испытала очень многое из того, что находится за пределами выносливости человека. И тогда то, что оказалось не под силу врачам, вывести меня из тяжелого состояния, было сделано буквально за 10 секунд обычным священником. Нет, это была не депрессия. Это было такое состояние, в котором я видела и слышала больше, чем положено видеть и слышать обычному человеку. Я видела странные вещи, слышала странные звуки. Причем это не было галлюцинациями.
Между прочим, вы знаете, что у вас в мозгу постоянно действует детектор ошибок. Он напоминает, вы не выключили свет в ванной, обращает ваше внимание на неправильное выражение, например, «синяя лента», и предлагает другим отделам мозга его проанализировать. Лента-то синяя, но что кроется за ошибкой? Ирония, незнание или небрежность чьей-то быстрой речи, выдающая волнение? Вы же человек, вам надо знать и понимать не один, а множество планов. Оказывается, когда кто-то говорит, после всего пережитого я стал совсем другим, он совершенно прав. Перестроилась вся работа его мозга, даже некоторые центры переместились. Мы видим, как люди мыслят, как вспыхивают огоньками отдельные активные клеточки, но еще не расшифровали код мышления и не в состоянии по картинке на экране прочитать, о чем вы думаете. Может быть, никогда и не расшифруем. Я допускаю, что мысль существует отдельно от мозга, а он только улавливает ее из пространства и считывает. Мы видим многое, что не в состоянии объяснить. Я встречалась с Вангой. Она читала прошлое и видела будущее. По данным Болгарской академии наук, число ее сбывшихся предвидений 80%. Как это получалось у нее? Принято говорить, что у нас задействованы только 5-7% мозговых клеток. Лично я на основе своих исследований склонна полагать, что у творчески мыслящего умного человека работают почти все 100%, но не разом, а как огоньки елочной гирлянды, по очереди, группами, узорами. Я выступала, читала лекции, занималась громадной организационной работой, но не жила. Пока у меня не появилась очередная сверхзадача, доклад, который позволил оценить, сколько сделано в прошлом, и показал, что есть смысл в будущем. Без сверхзадачи человеческое существование лишено смысла. Животные рождаются, дают жизнь новым поколениям, потом функция размножения угасает и наступает смерть. А мы не умираем, пока у нас есть цель дождаться внуков и правнуков, написать книгу, увидеть мир, заглянуть за зеркалье. Старости не существует, и ничего не заканчивается, пока вы сами этого не захотите. Годы уносят все внешнее, и с возрастом душа человеческая постепенно освобождается от покровов и предстает в своем первозданном виде. Уже нет нужды нравиться, играть в какие-то игры, можно быть самой собой, говорить, что думаешь и как чувствуешь. Наконец понимаешь, что счастье – это то, чем можно прямо сегодня и сейчас поделиться с другими. Нечто крошечное, хрупкое и ужасно важное. Отрез самой лучшей шерсти для дорогой подруги, теплый автограф на подаренной книге или 10 самых вкусных пирожных из французской кондитерской. Мы бьемся с жизнью, думаем, вот получим премию, купим квартиру, машину, завоюем должность, то-то будем довольны, а запомнится навеки другое. Как молодой и красивый папа играет на рояле старинный вальс «Осенний сон», а ты кружишься, кружишься под музыку, словно лист на ветру. Есть ли душа? Если да, то что это? Что-то пронизывающее весь организм, чему не мешают ни стены, ни двери, ни потолки. Душой, за неимением лучших формулировок, называют, например, и то, что будто бы выходит из тела, когда человек умирает. Где место души? В головном мозге, в спинном, в сердце, в желудке. Можно сказать, во всем организме или вне организма, где-то рядом. Я думаю, этой субстанции не нужно место. Если она есть, то во всем теле. Для того, чтобы память была лучше, ее надо упражнять. Точно так же, как существуют упражнения для укрепления мышц, рук, ног, спины, шеи, брюшного пресса, существуют и упражнения для укрепления памяти. Они очень простые, общедоступные. Их можно делать в любой обстановке, ведь не случайно же раньше в школах детей заставляли зубрить очень многое наизусть, в том числе заучивать без всякой разговорной практики так называемые мертвые языки, на которых люди уже давно не разговаривают. Зубрежка была одним из методов обучения. Мы же ее всегда очень критиковали и в конце концов ликвидировали, а вместе с ней выкинули на помойку хороший тренажер для памяти.
Для тренировки памяти очень полезно заняться изучением какого-нибудь иностранного языка, заучивать ежедневно хотя бы по 5-10 новых слов или учить наизусть стихи. Казалось бы, совершенно праздное занятие, но поверьте моему опыту, это очень эффективное упражнение. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И знайте, что на канале «Жизнь женщин» вы сможете найти много полезной и интересной информации для себя. Поэтому подписывайтесь и жмите на колокольчик. А я благодарю вас за внимание, лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока-пока.